по городу езжу, дела делаю, и столько вот привлекательных мужчин встречаю, прям хорошеньких. И вот прям я на них смотрю, они на меня смотрят. Прям видно, что, знаешь, вот симпатия, прям понравились друг другу. Вот как в такой ситуации быть? Я вот вообще не понимаю, что, блядь, надо подойти, вот визиточку дать. Все стесняются очень сильно. Мне как прикол, да? Подойти, дать визиточку, сказать, вам надо срочно межресничку. Вот. С персональной скидкой. Нет, с персональной ценой. Чего сразу со скидкой? С ценой, да? Все. То есть как вы поступаете в такой ситуации? Мне интересно. Да я легко поступаю, у меня просто не возникает таких ситуаций, и все. Как другие, не знаю, поступают, а так, ну вот. Опять же, это может быть иллюзия, что она считает, что вот прям вот понравились. Откуда она знает? Надо человека знать, чтобы понимать, как его мимика выглядит реалистично. Может быть, что-то у него не так там с мимикой, кто его знает, да? Или может он вообще другому улыбался там чему-то человек, а не конкретно тебе. Короче, это такое себе сразу думает, что вот обязательно понравились. Объясните мне кто-нибудь, пожалуйста, я вот, честное слово, не понимаю. Вот у нас мужчин в стране очень сильно меньше, да, кто-то воюет, кто-то в тюрьме сидит, кто-то бухает, кому-то вообще не до этого. Девчонок реально много. Внимание, вопрос, откуда вообще взялось вот это явление вот этих девочек с Патриков, который он должен зарабатывать 2 миллиона, а то я вообще на него не посмотрю, он должен ехать на Майбахе, а то я к нему не сяду. Это вообще почему такое? Для сравнения, например, Черногория. Там мужчин на 10% больше. Я там жила 4 года. И я ни разу не видела, чтобы кто-то сказал из местных, Йован должен зарабатывать 50 тысяч евриков, а то я с ним на свидание не пойду. Там мужчин больше. Почему? Ну так тут же все просто культура другая. У них, видимо, нет вот этой вот популярной фигни, как у нас в инстаграмах, в тиктоках, что девушкам, женщинам промывают мозги, всякие вот эти психологини, курсы, коучи, я выбираю там себя, не себя, ну вот этот вот весь бред, который мы все знаем, да. У них, наверное, другого этого нет просто, и культура другая, вот и все. И вот у них конкретно этого нет. Ну, это не так, чтобы где-то в каких-то, я знаю, США я похожие ролики видел, там тоже ведут себя женский пол так себе, тоже там то богатенького мне давай, то еще что-нибудь, то какие-нибудь тарелочницы, там есть то же самое происходит. Ну, то есть зависит от культуры, от страны. Ой, коллекция свиданий вообще разная есть. Меня один мужчина очень долго уговаривал сходить на свидание. Месяца 3-4. В общем, меня как-то уговорил сходить в кино. В этот день, когда мы договорились пойти на свидание, у меня ломается машина. Пишу ему, говорю, Саш, у меня сломалась машина, сил, нежелание, давай там отменим. Я не знаю, говорю, у меня нет, говорю, потому что вообще, говорю, ресурса на это. Он такой, блин, я тебя, конечно, понимаю, жалко, блин, что же делать-то? Говорит, ну, у меня билеты же пропадут. Давай я пока схожу с другой на свидание, я тебе потом напишу. Саш, возьми ручку, пожалуйста, запиши еще кое-что, вот прям надо. И паспорт возьми. Я ручку взяла, что случилось? Это семейное положение открой и запиши. Никому нахуй не нужен. Саш, тебе 39 лет, и с таким подходом к женщине, говорю, можно написать, говорит, статус у тебя не поменяется, точно, понимаешь? Вместо того, чтобы сказать, Вик, может, я чем-то помочь, как-то тебе, не знаю, посодействовать. Что, Саш, пиши спокойно, статус, он не поменяется, нормально. Ой, да ладно, но видим, что тебя это просто зацепило. Конечно, это неприятная ситуация, услышать, я думаю, это все одно, что я бы такой познакомился на сайте знакомств, и тоже такая похожая ситуация, и мне такая говорит, ну я пока схожу с другим в кино, там вообще, не знаю, в рестики, в эти всякие кафешки, ну а ты потом, когда решишь свою проблему, то да, давай, на связи, может быть, увидимся. Ну, понятно, я думаю, каждому из нас такое бы не понравилось. Богатое одиночество или бедная любовь? Одиночество. Богатое одиночество. Зачем говорить трое? Первое. Бедная любовь. Ну, сначала чуть-чуть богатого одиночества. Ты на 2 стульях хочешь сидеть? Так не бывает. Ну, зачем нужны деньги без любви? Мир такой. Подстраиваться надо. 50-50-50. Лучше в любви, хоть и одно, ну, хоть и без денег. Что вы лечите? Богатое одиночество. А вы? Богатое одиночество. Бедная любовь. Бедная любовь. Бедная любовь. А почему? Потому что это любовь. Главное, любовь. С верой и с любовью все приложится. Ну вот, очередное доказательство, да, как мыслят мужчины. Я, понятно, не думаю, что прям 100% так мыслят, да, там, и 100% так женский пол мыслит, как эти вон чучундры сказали, что они бы выбрали богатство, нежели какое-то хорошее отношение, любовь там. Но, тем не менее, в данном видео видно, что 100% результата наперевес к мужчинам, да, что они выбрали вот так вот. И последний правильно сказал, видно, взрослый, да, что главное вот это вот все, да, любовь и это, а потом все остальное приложится.
и можно вылезти при желании, да, с задницы с любой. Девочки, вы вот спрашиваете, как привлечь мужика нормального. Я вам так скажу. Нормальный мужчина в нынешней обстановке просто сойдет с ума, если он почувствует, что он не нужен. Что в той обстановке, где он вынужден, и его сделали постоянным достигатором, что он должен вот эти требования и критерии, вы сидите и говорите ему: слушай, ну ты мне просто как бы нравишься. Реально просто нравишься по каким-то определенным качествам, я не знаю, чувство юмора, интеллект и так далее, и вам просто внутри хорошо. И вы не ждете от него каких-то бешеных заработков, каких-то... Ну, чаще всего, конечно, да, это с деньгами связано. Когда вы сами себя обеспечиваете и эмоционально можете себя регулировать, вы становитесь просто идеальным, так скажем, объектом желания. Да и для женщин тоже, в принципе. Потому что вы становитесь целостной женщиной. А быть целостной женщиной – это также круто, как в какой-то степени быть Богом. Потому что в женщинах больше творческого потенциала, чем в мужчинах. Именно поэтому они на эту целостность просто бросаются, как на, не знаю, на воду в пустыне. Вот. Ну, короче, такие дела. В общем, начала за здравие, а закончила за покой. Ну, вот такое ощущение. Вроде бы сначала как-то более-менее, а потом там бог, не бог, там эти все дела, что-то как-то чуть-чуть не туда съехало. Недавно я была на свидании с темщиком. Он постелил мне пакетик на лавке. И вообще он вел себя мило, несмотря на то, что мы сидели и ели шаурму. Мне захотелось показать ему, как должно происходить нормальное первое свидание. Привет, слушай, я тут подумала, я хочу пригласить тебя на свидание. Привет, а это как? Ну смотри, первое свидание у нас прошло, мягко говоря, странновато. Мы сидели на лавочке и ели шаурму. Немного не согласен, но ладно, я слушаю твое предложение. Я приглашаю тебя в ресторан. Ну смотри, у меня сейчас по деньгам туго. Да, я заплачу. Ну тогда хорошо. Советую тебе попробовать стейк вот этот, он очень вкусный. А сколько он стоит? 1500? Можешь брать все, что хочешь, я сегодня плачу за наш ужин. А, ну тогда это другой разговор. Вкусно, но за 1,5 часа я бы такой никогда в жизни себе сам не взял бы. Мы много болтали, он рассказывал про свои темки. Я надеялась, что все-таки счет закроет он, но нет. Ну что, ты вообще красава, слово свое сдержала. Я на самом деле был уверен просто на 100%, что ты ничего не оплатишь, а мне придется раскошелиться, блин. Но я слово свое держу. Не, ну а тут все логично. Она сама предложила. Вообще, если даже возьмем этикет этот банальный, кто пригласил, тот и платит. С какого перепуга сидеть надеяться, что он заплатит? Тебя пригласили. Ну вот и все. Ну и я бы тоже так же примерно думал бы. Ну я бы, наверное, изначально бы не согласился, чтобы за меня платила вот так вот. Как-то я бы на такое, наверное, не пошел. Ну максимум, если кофе. Ладно, если бы сказали, давай там увидимся, кофе попьем, я бы реально только кофе попил бы. И, скорее всего, наверное, в конце бы просто за это кофе сам бы заплатил бы и все. Может быть, а может и нет, но зависело бы от ситуации, смотря как разговор бы клеился. А так, ну, в общем, зависит от человека. А так вот он подумал, что ему придется заплатить. Но если он об этом думал, значит, у него деньги все-таки есть, а не так, что у него по финансам туго. Ну, короче, не поймешь, а то темщика. Ну, то есть ты сама в это ввязалась, и еще и ради видосика, по-моему, это все сделала. Как найти парня? Девочки, если вы это сделали, вы преодолели этот рубеж, скиньте подробный туториал. Я прилетела в Адлер, я в отпуске, и через 2 недели я возвращаюсь жить в Краснодар. И я решила, что было бы классно провести с кем-то время, бясь при этом. Просто, знаете, классно провести время, познакомиться с новыми людьми. Возможно, ну, неважно уже, просто хотя бы пообщаться. Просто. Я даже меняла геолокацию, потому что вдруг Маяшкин в Краснодаре, это не работает. Из предложений приехать купить пиво, двойнички, тройнички, любые удлинители, которые они знают, они тоже предлагают, и вообще это какая-то грязь. Или мой любимый чувак мне отправляет фотку в зеркале, как он держит в штанах, слава богу, он был одет, но просто, в любом случае, это что такое? И сейчас популярный рилс, где ты в комментариях отправляешь свою фотографию, и тебя как щенка должны выбрать и тебе написать:
тоже не работает. Но парни снимают рилсы, красивые, хорошие ребята, снимают рилсы о том, что они одиноки и ищут жену. Им надо только написать, чтобы они тебя заметили. Я не писала. Но единственное, что я могу написать, заявление в полицию. Все. Я не понимаю, почему на меня смотрят. Не смотрите. И, наверное, можно сказать так: меня зовут Василина, мне 25 лет. Жила и буду жить в Краснодаре. Но я просто... Мне хочется найти парня. Это было бы классно. Но хотя бы какое-то адекватное знакомство тоже хотелось бы. И я не понимаю, как это сейчас сделать, потому что из предложений это реально только и ничего другого нету. Поэтому, девочки, как вы это делаете? Ну, справедливости ради, если бы я вот такую ее на видео увидел, я бы тоже подумал, что она только тыкаться хочет. А так, конечно, вообще-то бред. Я такая, говорит, просто бы познакомилась, просто бы пообщаться, но не тыкаться. Да ну нафиг. А кому это интересно будет? Ты так можешь познакомиться только с женским полом. А мужчине это не будет интересно. То есть я вот так представляю, я где-то сижу, и мне такие говорят: да давай просто пообщаемся. Ну вот просто, я просто хочу с кем-нибудь потрещать. И нафиг мне время тратить, выходить из хаты, тратить на тебя время. Вообще неинтересно. Это не свидание, это ничего, это просто пообщаться тупо. Короче, сама видно, что реально как будто бы ей не 25 лет, а помладше. Так себя как-то ведет, и понятно, что она и притягивает, чтобы ее только затыкали до полусмерти, и все. Бейси, ты была у меня 2 недели назад, ты должна понимать, что это уже перебор. Я отказываюсь тебя колоть. Во-первых, зачем ты меня снимаешь? Я просто хочу, чтобы ты видела, что это уже перебор. Но ты видишь, они кривые, они недостаточно пухлые. Но куда еще пухлее? Ты понимаешь, что это перебор будет? миллилитр, Кристин. Нет. Ты вообще понимаешь, кому ты отказываешь? Кому? Я скандально известная Несси Бейси. Ты не смотрела «Пусть говорят»? Нет, она... Делай! Бери шприц и коли мне губы. Нет, вставай, давай. Бери шприц. Ты не у себя дома нормально разговаривай. Я все снимаю, это все увидят. Убери камеру. Имей уважение. Убери камеру. Давай, Нести Бейси, отказывайся. Бери шприц и коли мне губы прямо сейчас. Вставай, уходи, давай. Вообще Оказывается, еще и мастера в этой сфере есть более адекватные, да? Что не только деньги гребут, еще и отказываются делать, когда это действительно... Там у нее уже шнобель просто уже жесткий перебор, да? И вот настолько вот же безумные, вот какие же были напилки в голове у людей. Ну вот таких вот, блин, девушек, женщин, не знаю, которые перебор уже просто жесткий делают. Да, я, например, первый раз ее вижу. Я не знаю, какая она там скандально известная. Наверное, если бы я смотрел, как она сказала, «Пусть говорят» или что там, наверное, бы я знал бы. Но так как я телевизор вообще не смотрю, то я ее знать не знаю. Да, Вот мужчина в моем вкусе, на самом деле. хорошо. Цепляем мужчину. Мужчина, можно с вами познакомиться? Вы женаты? А вы женаты? Мы это все выложим. Мы вырежем, обещаем. Вот сейчас вы пройдете, больше никогда в жизни такую женщину, как я, не встретите. Да, конечно, Она так говорит. же всегда и происходит. Знаете, я часто хожу, Да. мы с вами уже знакомились. Нет, со мной я тут вообще, кстати, второй раз. Вы еще с ней до этого знакомились уже? А не бойтесь, микрофон не кусается. А потом выложите куда-нибудь. Нет, спасибо. Нет, я ни с кем не знакомлюсь. Никогда. Женаты, наверное, да? Нет. Нет? А вот эта холостая девушка у нас. Телефона. Холостая девушка у нас, вы знаете? В чем Нет, ну, подвох? Ни в чем, просто... Она просто очень хочет себе хорошего мужчину. Вот только что на интервью сказала. И как бы она такая... Я говорю, вот мужчина идет, он в моем вкусе. Да. И все. Это импровизация всё. полнейшая. Просто. Ну, выложим один рилс и все. Пойдемте пройдемся. Да сейчас не можем. Давайте я вам после Через 5 минут, потому что солнце сейчас, если сядет, то мы не доснимем. Нужно доснять просто интервью, а потом уже можно ее украсть. Как вас зовут? Вы Я Евгения. вы не собака сутулая, признавайте, потому что она сказала, что мужчины, Все которые сутулые. ходят вот так вот за каждой юбкой, ее не устраивают. Вы не такой? Видите же, нет, телефон кто не сразу дал. Да, даже, видишь, сомневался. А перед нами сложно. Такой Ну да. недоступный мужчина, Ну да, получается. сложно. Так, ну приятно было Да, познакомиться. мне тоже. Да. До встречи. До свидания. Ну, Вот мы и пойдем. нашли тебе уже одну кандидатуру. Одну кандидатуру. Да, меня бы тоже такая фигня смутила. Если бы я просто бы увидел уже камеру, какую-то такую фигню, я бы не подписывался, я бы вообще бы не подошел. Потому что одно дело, если никого бы не было, ну, камер я имею в виду,
и, ну, подошел бы на пару минут, понял бы, что они какой-то фигней занимаются, я бы соскочил, потому что, ну, так не знакомятся, конечно же. Это не та обстановка, и вообще, и в общем, тут они шоу, да, свое устраивают в Инстаграме там. А так еще, да, обозвала, там что-то собака сутулая. Но она, понятно, в таком контексте, типа, что вы ж не такой, но все равно фигня полная. Ко мне подошел познакомиться мужчина на парковке, и он говорит, то, что, мол, девушка, вы такая красивая, если дела, можем ли мы с вами сходить на свидание? Я говорю, то, что, как бы, да, можем, но давайте сначала просто пообщаемся, возьмите мой номер. И он мне говорит, то, что, мол, а как вы относитесь к мужчинам с ограниченными возможностями? Я такая подумала, то, что, блин, ну как я отношусь? А он сидит в машине, я как бы не вижу, да, его ограниченных возможностей. Я такая подумала, блин, ну как я отношусь? Нормально отношусь, говорю то, что... А в чем именно вы ограничены? Ну, насколько все плохо? А он говорит то, что он женат. Он говорит, ну я просто женат. А я ему сказала то, что, ой, вы знаете, к таким ограничениям я отношусь резко положительно. Ужас. Ну, так непонятно, она сказала резко положительно я отношусь, то есть она любит женатиков или что она имеет в виду? А то и ужас говорит. Ну, то есть она, ну, может, она просто так сказала, типа, по-доброму. А так понятно, что это не хорошее дело, да, когда ты женат и вот такой фигней заниматься. Но дело каждого, я никому не лезу в жизнь, просто это просто мое мнение. Мужчины 40+, которые искренне верят в то, что могут быть интересны девочкам 20+. Я знаю, что наше мнение ваших ровесниц для вас не авторитет, потому что мы для вас уже старые. Но давайте вспомним о том, что мы на вас никогда не претендовали. Когда нам с вами было по 18-20 лет, мы уже встречались с парнями на несколько лет постарше, потому что они нам казались более уверенными, взрослыми, у них уже были свои машины и деньги. Сейчас же многие мои ровесницы предпочитают отношения с мужчинами на пару-тройку лет младше, потому что у этих мужчин еще очень много энергии, и мы с ними совпадаем по интересам, но еще у них нет залысины. Но никто из моих ровесниц почему-то не хочет спать с тем, что она могла бы сама родить. Тогда почему многие мужчины считают нормальным встречаться с девочкой, которая годится им в дочери? Честный вопрос. Вы бы сами хотели встречаться, строить отношения и спать с женщиной, которая старше вас на 20 лет? Я подозреваю, что нет. Тогда с чего вы взяли, что для девушек это работает иначе? И пока вы отчаянно спорили с возрастом, вы стали скуфами, а мы милфами. Ах да, меня зовут Наталья Драга, и я практикующий специалист-психолог. И если ты не хочешь доказывать этому миру, что тебе снова 20, а прожить кризис среднего возраста достойно, подписывайся. Я уже решила эту задачку и дам тебе списать. Ну, все ясно. Сначала начала так провокационно, да, а потом специально такое провокационное видео, и потом в конце разрекламировала свои психологические услуги. Очередная психологиня, да, которая хочет заработать. Понять мы ее можем, каждый хочет заработать. Но понятно, она понимает всю эту ситуацию, что к чему, это просто такой вброс называется, ради комментариев, ради того, чтобы актив поднять. А так понятно, что мужчины 40 лет, если и почему они хотят 20-летних, да тут понятно, и так логично. Потому что свежее, молодое тело, активное и так далее, и так далее. Блин, ну, мужчина, естественно, он к более молодой будет тянуться, потому что она приятнее в плане сексуальном выглядит и так далее. А они уже не так выглядят, ну вот, поэтому. И как были, я имею в виду, как и 20-летние хотели тоже, некоторые тоже есть же хотят 40-летних, так оно и было. Потому что много же пар существует, где разница большая в возрасте. Я сейчас в Египте, и меня не отпускает одна мысль. Каждый день я вижу пары, приезжают немцы, арабы, мужчины разных национальностей, и очень часто рядом с ними обычные женщины, не модели, не идеальные по стандартам соцсетей. Девушки, я не знаю, куда вы там худеете, конечно, перед морем. Иногда полные, и они выглядят все счастливыми. Мужчины держат их за руку, заботятся о них, оплачивают отдых, соответственно, относятся с теплом. И я как бы невольно сравниваю это с тем, что наблюдаю у нас в России. Как бы я этого не хотела, сравнения. Меня поражает парадокс. В чем этот парадокс заключается? Русские женщины вкладывают в себя огромное количество времени, по себе знаю, сил, денег. Спортзал, уход за собой, качественная косметология, всякие различные окрашивания, тот же самый перманент, образование, карьера, стиль, одежда. И я считаю, что русские женщины сейчас в наше время это одни из самых ухоженных в мире. И бьюти-сфера у нас самая развита. При этом мужчины
Не говорю, конечно же, что все, бывают единичные исключения, но очень часто мужчины ведут себя так, будто женщины еще должны заслужить право понравиться мужчине. С каких пор вообще женщина, которая столько вкладывает в себя ресурсов, должна выпрашивать внимание или доказывать, что она достаточно хороша для определенного мужчины? Может быть, проблема не в том, что женщины недостаточно стараются. Может быть, мы просто слишком долго соглашались на меньше, обесценивали себя в глазах мужчин. Интересно, вы тоже замечали такую разницу? Или у вас другой взгляд на эту всю ситуацию? Само собой, у нас другой взгляд на данную ситуацию. Естественно, что судить другую культуру? Ну вот конкретно, например, если она увидела, что они там какие-то могут быть полненькими, какими-то не такими моделями, и с ними какие-то статные там арабы или кто они там, да, какие-то богатые, ну так это вкус у них такой. Это зависит от человека. А у нас что, мало в России таких пар, где может быть мужчина тоже обычным таким, ну даже и стройным, а у него такая может быть и полная. Это просто зависит от вкуса. И все, не более того. И это, конечно, такая себе фраза бредовая, как по мне, что именно русские, там именно женщины, девушки самые ухоженные в мире. Чтобы такое сказать, это надо весь мир объехать и каждую культуру изучить досконально. Именно полностью культуру изучить. Прям увидеть своими глазами. Прям очень много примеров. А это офигеть сколько бы времени заняло и денег, да? Кому она надо. Она просто это с бухты-барахты. Она просто, живя у нас, да, она видит это. И съездив там в Египет, ты ж не поймешь. То, что со стороны там увидишь, ты не поймешь. Или куда-то еще ты попутешествуешь. Нет, это фигня. Так, ну в общем. Поэтому это такое себе. И да, это просто, а у вас что, требований нет у девушек, у женщин? Да то же самое. Хочу я такого, там, сякого, не знаю, тоже там мега ухоженного, при деньгах, там, не знаю, условно говоря, не волосатого, там, набритого, ну, к примеру, или наоборот волосатого. То есть у них же тоже свои требования определенные. И у нас ровно такие же требования. Дорогой мой будущий жених, смотри, это я, да, это я, а это ты. И вместе мы вот так вот. Мы идеально подошли, да? Но сейчас ты где-то не со мной, и вы вот вообще, вы никак. Ты просто пойми, дай ей другую половинку. Вы не созданы друг для друга. Она вот, не мешай девке жить. Или она тебе пусть не мешает жить, потому что, ну, бля, я уже съела свою часть. Ты понял, да? Давай, все, связь. Да, тут же мгновенно ее начали слушаться и побежали все делать так, как она говорит. Но нет же ж. Но вообще как-то не очень хорошо выглядит, когда с набитым ртом пытается записывать видео. Ну, кого-то, да, это возможно наоборот, не знаю, кушать захочется, глядя на это, но мне как-то не очень зрелище. Мальчики, у меня к вам серьезный разговор. А почему же все-таки вы не подходите знакомиться к девушкам? Комментарии по типу «А зачем стучаться в закрытую дверь? Нужно увидеть положительный сигнал, иначе она отошьет». Отошьет и что? Комментарии по типу «Перестал подходить после 100-го отшива» и что? Вам должно быть кристаллически на то, что вас кто-то отшил. Ведь вы не для каждой, и она не для каждого, понимаете? Комментарии по типу «А чё ты тогда сама не подойдешь?» Вы бы знали, сколько раз я подходила к каменным лицам, абсолютно, и сколько раз проходили мимо меня. Вы думаете, я перестала знакомиться с парнями? Нет. И, друзья, вывод простой, жизнь короткая, понимаете, да, поэтому не надо упускать возможность, надо и знакомиться с каждым. Откуда вы знаете? Может быть, именно это знакомство перевернет всю вашу жизнь. Ну, такая чисто на приколе, да? Вентилятор включила, чтобы волосы ей специально... Это ж не случайно, естественно, она это сделала. Специально для ролика. Ну и вот такую вот подачу ролика она тоже специально сделала. Да, где-то логику, может быть, и можно уловить, но... Есть такой мем, да, где собака такая лежит, и там матом написано, типа, нахер надо. И все. Если оно не надо, то оно не надо. Если ей надо, да пускай ходит знакомиться. Если человеку это не надо, он не знакомится. Но может максимум познакомиться, чтобы тыкнуться, если мы говорим за мужчин. Да, есть такие женщины тоже, которые тоже могут познакомиться, чтобы тыкнуться. Их, да, не так, наверное, распространено, по крайней мере, за мой там, да, промежуток времени, сколько я прожил, я не встречал такую, чтобы я просто познакомился, она мне говорит, давай, сразу просто будем тыкаться, и никаких проблем больше. У меня такого не было. Но я уверен, что из смотрящих, у
кого-то такое было. Страшно жить. Я что-то заметила сейчас на море. Дизайн купальников сильно страдает. Что-то где-то не хватает какого-то материала. Я смотрю, на жопах уже просто шнурок, блядь. Я, главное, смотрю, где Adidas, где Nike, ничего нету. Просто шнурок на жопе, без ботинка. Я, если честно, понять не могу. Такое ощущение, что индустрия купальная куда-то исчезает. Что прям вот на завод ткань не довозят ткани. Девки ходят, купаются все голые. Просто голожопые. Так неприятно сидеть, смотреть на эти жопы. Ужас. Господи, Зая сидит, плачет. Еще, слава богу, мы пришли на хороший пляж. Тут страшные жопы, страшные. Он говорит: Лера, встань передо мной. Впервые в жизни вижу, чтобы стринги резали еще и глаза. Слезятся, пляж лицом в песок. Плачь, чтобы никто не видел твои мужские слезы. Но это все от зависти, да? Ну, по-любому, потому что у нее уже дряблая, судя по ее лицу, что ей не 5 лет, да, не 15, не 25, и, возможно, не 35 там, да, и у нее уже не такое. А так, такая индустрия у нас уже, я не знаю, сколько лет, да, может быть такое, что там смотришь, и буквально как будто бы купальника и нет. Ну, видно, что там спереди у, допустим, паховую область у девушки, женщины может прикрывать, а на заднице действительно там какой-то шнурок непонятный. И такие вот провокационные прям, да, чуть ли, ну, выйди уже голышом туда, чего ты в шнурках в этих вышла. Ну, типа, это же не нудистский пляж. Ну, поэтому вот так вот и живем, да. Так, да, юморная ситуация. Если он действительно там, мужчина ее лежит там в песке, чтобы не смотреть. Но это на самом деле такая ситуация фиговая, когда, если вот так вот жена относится, ну, потому что, ну, тебе что, перетянуть глаза? Ну, если они ходят вокруг, мы пришли в публичное место. То есть, если я на кого-то посмотрю, это не значит, что я побегу уж за ней. Ну, такое, это просто недоверие в отношениях. И на этом все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, делитесь мнением в комментариях. И всем пока.